Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что случится до конца года 2024? Месяца октябрь, ноябрь, декабрь. 3 месяца. Чего ждать нам с вами, мои дорогие Козероги? Давайте уточним и у карт, и, конечно, если так уже откровенно, у каждого из нас свои желания или ожидания. Есть и вопросы, которые мы уже в решении какие-то запустили прежде, теперь уже итога какого-то ждем. Наши планы наверняка уже приходят в какую-то активность в соответствии с тем, что мы на данный момент имеем. Но все же за время последних месяцев уходящего года планетарные транзиты могут все же вернуть какую-то давнюю проблему или напомнить о чем-то, о какой-то теме, которую мы не завершили. Некоторые тайны могут вдруг вскрыться или обстоятельства нашей жизни поставить перед каким-то фактом, когда придется делать выбор. И тем не менее, не все, конечно, в нашей власти, но есть определенно те темы, которые потребуют нашего внимания. Поэтому давайте попробуем сделать такой расклад и настроимся услышать самое главное – подсказки собственного шестого чувства, интуиции. Сознание наше – это великий шаблон. Он нас как раз в каком-то одном и том же русле направляет, а мы так немножко абстрагируемся, расслабимся для того, чтобы допустить альтернативные варианты развития событий. Жизнь наша, она не бывает полностью предсказуема. И первую карту мы так и назовем «Что же случится?», в какой сфере жизни, или нам общую характеристику этого периода в 3 месяца, чем придется заниматься или в каких энергиях предпочтительнее находиться. Итак, что случится? Информация для вас, мои дорогие Козероги. И если мы сказали месяца октябрь, ноябрь, декабрь, мы достанем по одной карте на месяц. Посмотрим энергии. В контексте, что случится? Октябрь, ноябрь, декабрь. Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? И к чему все это идет? Какое продолжение следует? Что у вас исполнится 2 карты, ладно? Какая тайна откроется? И дальше чего же ждать? Может быть, это какая-то уже как переход на 2025 год или продолжение. Ну, давайте первую карту. Можно завершать. Карта мага. Вот, в принципе, когда выпадает эта карта, это ведь ваша сильная позиция. Да, действовать придется очень осторожно, осмотрительно. Постоянно контролировать как и собственный баланс, так и дела, чтобы были тоже в балансе. Но карта мага – это холодная карта. Значит, мои дорогие, какова бы ни была обстановка внешняя, что бы, в принципе, ни происходило в вашей жизни, какие бы перемены ни были, вы маг-волшебник. Для вас так или иначе, даже какую-то неожиданность вы можете перевернуть для себя в возможность. Большие перспективы. Все же карта мага, все стихии в руках. Для вас, в принципе, нет ничего невозможного. И для кого-то из вас это действительно период из 3 месяцев, заключительный аккорд 2024 года, открывает новые перспективы на год 2025. Не побоюсь этого сказать. Ну, давайте мы все-таки достанем, чего это может касаться. Может быть, нам пояснят, какую-то сферу жизни укажут. Или попутно вопросы, чего могут касаться. Ну, тут больше предупреждают. Вот ты маг-волшебника, вокруг тебя информационный хаос. Поэтому придется провзаимодействовать правильно с окружающими и перепроверять информацию. По 5 жезлов, как и с людьми, вы можете столкнуться, которые, ну, не все заслуживают вашего доверия. Утром вам пообещали, а к вечеру о вас забыли, к примеру. Или это люди, которые, пусть даже в почтенном возрасте, но ведут себя как дети. Не положиться, ни ответственности не потребуешь. То есть вот такие персонажи, они в вашей жизни будут. И вам с ними придется взаимодействовать. Не случайно карта мага, великий манипулятор. Но, знаете, так деликатно.
Ну, где-то и по ходу учиться. Добрые дела наспех не делаются. И у нас рыцарь Пентаклей, тот, который едет медленно, один из самых медленных рыцарей. Для вас действительно какая-то уже произошла перезагрузка, мои дорогие козероги. Может быть, где-то пока Плутон последним аккордом в вашем знаке находится по 19 ноября, если мы так планетарно, он будет как раз давать вам возможности, для вас это в полный плюс, что-то завершить или с чем-то определиться, расставить все по местам. Вот как вы любите, чтобы у вас все было по порядку, или так, как вот вам бы хотелось это сделать. И в дальнейшем, когда рыцарь Пентаклей выпадает, знаете, это энергетика, когда лет на 10-20, это марафонский забег. И те вопросы, которыми вы начнете заниматься, или для себя через массу какую-то информационную выделите, это и будет означать продолжение на 2025 год. Тут будет для вас что-то интересное, значимое, то, что может быть продолжено. Но будет и какая-то чехарда, путаница, какая-то людская ерунда. А вам просто придется отделять зерна от плевел. Ну, маг, а что еще скажешь? И одновременно король жезлов. Король жезлов никуда не спешит. Это карта харизматичного лидера. Он больше советы дает. Так уж, если мы будем говорить про карту. Он лидер, этого достаточно. Но сказать, что он прям бежит, сломя голову, действовать или там какой-то свой проект осуществлять, нет, он стоит и думает. Или в остальных колодах Таро он чаще сидит и думает. Да, тут нет, в принципе, нам говорят, ты никуда не торопись. И самый медленный рыцарь Пентаклей, он ведь тоже говорит, он подмечает все, понимаете, нет мелочей. То есть любая мелочь или пустяк, то, что может показаться, каким-то образом могут иметь значение. Ну, достаточно спокойно, уверенная энергия, не случайно карта мага. Октябрь. Вот есть тот путь, который вы должны словно пройти в одиночку, мои дорогие козероги. Карта отшельника. Могу сказать, на октябрь вам никто не мешает. Но, может быть, часть вопросов, с которыми вам нужно разобраться, и отшельник – это ведь всегда какая-то духовность или высшая идея. Назовите это мечтой или каким-то принципом, желанием, то, что вы хотите осуществить. И вы будете в этом направлении двигаться. Да, рассчитывая на самого себя, это правда. Отшельник еще одновременно это дервиш. Тот, который не поставит цену выше, чем ценности. Поэтому вот эти моменты нужно разграничивать. По этой карте могут быть и такие вопросы по части личной жизни. Вы будете анализировать, если есть какая-то грустная история. И, может быть, вы после этой истории какой-то долгий период были в этом словно отшельники. Тогда, скорее всего, этот период заканчивается и уже словно ваш выход на авансцену. Но давайте мы узнаем. Здесь нужно быть и осмотрительным тоже. И знаете, вот эти две карты, они достаточно холодные. Это карта мудрости, это карта знаний и опыта одновременно, потому что он и знания, и опыт маг объединяет воедино. И благодаря вот этим энергиям он правильно взаимодействует с окружающими, он достигает успеха, он умеет держать нейтралитет. И нейтралитет, кстати, по отшельнику тоже. Что же это может быть по отшельнику? Ну вот есть какая-то до зубного скрежета надоевшая история, которую вы просто будете завершать. Поэтому есть вот именно в октябре часть вопросов, которые вам нужно, словно, знаете, демаркационную жирную линию провести и сказать: все, баста, вот так вот дальше продолжаться не будет. С чем-то вы определяетесь. И еще такой момент. И у вас выпадала карта пятерка жезлов. Мы говорили информационный хаос, воздействие людей. И, кстати, вот по второй карте десятка жезлов. И часто мы включаемся в какую-то деятельность не по своей воле, а потому что нас включили. Или где-то надавили на чувство нашего сознания. Вы все такие сознательные, мои дорогие козероги. Вы люди очень надежные, вы молодцы. И вот это может быть, знаете, для кого-то желание: эх, прокачусь еще раз. И вы тут себе зададите вопрос: доколе я буду выполнять какую-то работу, которую может сделать другой. Это в первую очередь нам говорит об этом карта. Делегируй.
У тебя сейчас, у вас старший аркан выпадает. Ты сам на кону у себя. И что-то очень важное, а не для того, чтобы ты распылял энергию в разные стороны. Будет и чувство усталости. Да, десятка жезлов всегда нам говорит, усталость она будет присутствовать, но ты ее как будто выдержишь. Но если мы говорим о задачах, ведь тут по-разному. Может быть, вы чересчур активны в жизни ваших детей, взрослых, или где-то в тех вопросах, где действительно, знаете, словно высшие силы дают человеку пройти какой-то его личный опыт проб и ошибок. Если бы высшие силы хотели этот опыт перенести вам, они бы перед вами поставили эти задачи. Но нет, по десятке жезлов мы именно впрягаемся в какую-то не нашу работу или не первоочередную. Позвольте поэтому людям проходить их собственный опыт. И для них это тоже очень важно. Им не объяснишь, опыт – это великая составляющая нашей жизни. А для вас будет очень важно отдыхать, мои дорогие. Вот может быть отшельник. Вот отшельника зацепить невозможно. Даже если кто-то пытается сыграть свой там аккорд на какой-то струне вашей души, обязательности или помощи, взаимопомощи, отшельник идет вперед именно в том направлении, в котором он счел нужным. Его невозможно купить на лесть, его невозможно расстроить обидными словами, ему никак, ему все равно. Он на своей волне. И вам того желают карты на октябрь месяц. Иначе тут надо не упасть как-то от усталости. Прекрасно. Королева Пентаклей. Это вы сами. И даже если меня смотрят мужчины, это та, которая из хаоса умеет построить порядок. У которой это ваша энергетика. Это когда все своих на местах. И где-то все идет по своему плану. Ну, может быть, с коррекцией, безусловно. Как раз умеет воплотить мечту в реальность королева Пентаклей. Конечно, вопросы денег, но это карта стабильности, все под контролем, все хорошо. Вопрос, я так понимаю, первый – отдыхайте, мои дорогие козероги. И планетарно для вас тоже этот период неплохой, потому что вы на пороге перемен. Вот когда придется действовать очень быстро, быстро включиться в какой-то вопрос. Может быть, эти перемены где-то к концу октября, плюс-минус, происходит, или в середине, но то, что в начале, а может быть и вторая декада, и где-то уделить внимание финансовым вопросам, всем, любым вопросам сохранения собственного статуса, собственных финансов, какие-то ваши планы на будущее, самому себе, словно подготовиться к тому периоду, когда начинаются вот эти перемены. И мы ведь никогда не знаем, с чего они начнутся. Иногда это просто банальная какая-то новость. Мы ее и не инициировали. Она к нам пришла извне. А нам нужно с ней как-то провзаимодействовать. И, в принципе, карта ведь колесница предвещает успех. Единственное, она говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Ну и где-то я об этом говорила тоже. Хорошо, что в ноябре? Император. Третий старший аркан. Это как смена вашего статуса, ваши возможности. А с возможностями приходит, безусловно, и власть. И кто-то может поменять должность. У кого-то больше, когда вы видите плоды труда своего, это вы захотите, скорее всего, поменять социум. Или, мои дорогие козероги, у вас может так получиться, к примеру, по работе, что вы будете находиться среди другого круга людей. Раньше вы вроде как на ступеньку ниже, а тут среди вас под тем или иным причинам будут как раз больше, как мы говорим, руководящего звена, вот сотрудников, работников, людей. Да, это может быть, кроме этого, как ваше посещение крупных чиновников, инстанций по своим вопросам, по вопросам, которые касаются оформления каких-то документов, или вы можете обращаться куда-то, вы можете сталкиваться как раз с представителями власти, или, мои дорогие, вы сами ими становитесь представителями власти. Я этого не могу исключать. У вас сильная позиция, правда? Давайте узнаем, с чем это может быть связано. Мы уважаем порядок, иерархию. Но, в принципе, для вас это вообще, это как дышать. Для вас это все понятно и как будто по-другому быть не может. И все же спросим, с чем может быть связана карта императора? У кого-то в личной жизни, мои дорогие девочки, может быть рядом с вами император. Его
душевным человеком не назовешь. Потому что больше жесткости, где-то непримиримости. Хотя мудрый император корректирует свои планы, потому что он дорожит тем, что имеет. Поэтому будьте мудрыми императорами, да, мои дорогие, это вы императоры, потому что вам выпадает какой-то финансовый успех, карта самодостаточности. Когда есть деньги, когда есть возможности, в вашей власти много что тоже совершить. Вообще это карта уверенного спокойствия и еще... Когда мы уверенно смотрим и в завтрашний день тоже прекрасно. У кого-то получение денег, может быть и крупной суммы. И далее словно выбор. Вы знаете, вы действительно можете изменить статус, мои дорогие. Но вы будете словно поставлены перед выбором. И мы не можем одновременно пойти и направо, и налево. Вот вам придется словно выяснять, куда же я иду. Что нам еще подскажут? Ну ладно, 2 карты. Вот смотрите, выпадает справедливости аркан. И вы не должны себе навредить конкретно. Помни, что всегда присутствует как бы причина и следствие. И когда выпадает юстиция, это значит, если мы что-то сделали правильно, хорошо прежде, нам возвращает сейчас пространство, Вселенная. Может быть, не в виде помощи именно того человека, которому мы помогали руками других людей, но нам вот именно воздается по заслугам нашим. Если мы сделали так, ну, не очень что-то хорошо, вполне вероятно, с каким-то вопросом придется разбираться. Тут ведь нам возвращают еще пока в ноябре ту ситуацию, которая уже сложилась прежде. Но, в принципе, мои дорогие, у кого-то, правда, может быть, слушания были в суде. И тогда, хотя я не могу тогда сказать, что это завершится буквально в ноябре. Здесь тогда есть какие-то нюансы или, может быть, новые какие-то факты, информация, и тогда что-то может быть продолжено. Но все решится в свое время. Об этом нам говорит карта. С другой стороны, ведь это могут вам что-то такое предложить. Поэтому вот смотрите... Ваш путь, куда я иду, да, если мы сказали, налево или направо. Так вот, налево у нас как 9 пентаклей, а направо у нас старший аркан юстиция и 7 пентаклей. Поэтому, в принципе, если мы все делаем по закону, и если мы рассчитаны на какой-то очень долгий успех, потому что 7 пентаклей – это всегда расстояние, дистанция, мы можем идти направо. А если вот есть какая-то конкретика, конкретный план, или как вы уже получили плоды труда своего по 9 пентаклей, то это тогда тот надежный момент или тот надежный фарватер, на что вы можете опереться. Хорошо, дайте я еще одну карту достану. 9 пентаклей. Ну, 50 на 50, понимаете? Тут действительно есть о чем выбирать. С одной стороны, не рискуйте собой. Вот, к примеру, 7 мечей и 9 пентаклей. Карта самодостаточности. Но 7, не рискуй собой. Не рискуй деньгами, не играй в азартные игры. Хотя тут не про вас где-то. Но мы все же разные. По 7 мы можем столкнуться с мошенниками, которые нам наобещали золотые горы. Или буквально быть внимательному как к платежным аккаунтам, к электронным системам расчета, к своим сумочкам, кошелькам, вот всему имуществу это будет актуально. Но есть еще аркан юстиция, или это то, что нас, если мы как будто другой путь избираем, тогда, и если мы, допустим, оформим какие-то документы или пропишем что-то на бумаге, себя подстрахуем, может быть, либо знаниями, либо документом, и будем рассчитывать, ну, на какую-то такую траекторию, не быструю, то тогда мы тоже какой-то успех получим. Вот с чем-то вам как будто тут придется определяться. Может быть, как раз эта карта император и говорит, один пойдет буквально, может быть, в банк заключать кредит или рассчитываться за кредит, ипотеку, может быть, или какой-то любой другой. А кто-то пойдет к чиновникам, потому что тоже нужно что-то расставить по местам и в документах, чтобы был порядок. Кто-то может иметь и слушание в суде, и тогда пойдет к адвокатам где-то. Вот нам нижний ряд об этом сказал. Давайте посмотрим, что же на декабрь. Спокойствие. Это карта
терпения, баланса. А вообще это карта гармонии. В первую очередь гармонии в душе. И поэтому я так вижу, что вы можете несколько расслабиться в декабре, мои дорогие. Вот прекрасный месяц декабрь, кстати. Давайте посмотрим, что, о чем нам, может, еще хочет сказать этот аркан Иерофант. Ну, тут все как вы любите. Тут и по закону, и по традициям. И я могу предположить, большинство из вас будут готовиться к Новому году, заранее, какие-то подарки, продумывать, может быть, список приглашенных, или куда вы отправитесь, или у кого-то в отношениях какие-то могут так совпасть даты, да, к примеру, может быть, даже по тем отношениям, когда вы задумаетесь о бракосочетании, это где-то будет в преддверии Нового года, или когда какие-то, знаете, могут быть серьезные такие вехи в вашей жизни, когда помимо предновогодних праздников вы, ну, например, вот новую должность, да, вы к ней какое-то время шли или к решению какого-то вопроса, а тут как раз в декабре какой-то вопрос ваш решится, и вам это как будто по судьбе. Ну, я всегда говорю, карта Иерофант, мы говорим о карме, о судьбе. Но тут самое главное, два направления, вот так вот, если коротко. Для чего вам был нужен этот опыт? То есть это всегда какой-то опыт. И переход на следующую ступень, как будто нашей жизненной иерархии. Так вот, этот опыт для счастья или просто для опыта? Для чего все было это нужно? Ну, вы можете задаться таким вопросом, но все равно, словно итог вы какой-то подводите. Но я так вижу спокойствие, ведь это карта надежности. И деньги есть тоже. Тройка кубков где-то предвещает и праздник. Или для кого-то из вас может свидетельствовать о любовном треугольнике, когда третий лишний, и кто знает, вы как раз, может быть, и захотите расставить все по местам. Но в основном это карта праздника. С учетом вот всех выпавших карт, это какая-то радость, мои дорогие. Точно радость, потому что еще десятка пентаклей. Что может быть лучше на декабрь? И деньги есть, и теплый уютный дом, и когда у меня все в порядке, когда у меня все под контролем, когда вам хорошо. Вот так. Нечего добавить. Правда, мои дорогие. Я понимаю, что, конечно, не бывает так вот все хорошо. Всегда какой-нибудь кривой нюанс выползает. Но в целом, если мы говорим, действительно у вас сильная позиция. Хорошо. Что вас удивит? Ух ты, ваши таланты вас удивят. Какие-то предложения, какие-то приятные новости. Всегда туз пентаклей – это начало какого-то, ну, такого важного, долгоиграющего проекта или раскрытия ваших талантов. Мне нечего добавить. Может быть, и приятная новость. Получение денег, какой-то суммы по этой карте тоже может проиграться. Какие-то счастливые события или с чем бы это ни связано. И это еще какая-то возможность, мои дорогие козероги. Кто или что появится нежданно-негаданно. Карта влюбленные. А вот, кстати, могут нежданно-негаданно бывшие появиться, правда. Но это карта выбора. Поэтому, может быть, вы будете тут... Нам ведь сказали, что есть таких ряд вопросов серьезных, когда вы подводите баланс. И уже явно вам между прошлым как будто и будущим. Но кто знает, может быть, этот выбор будет касаться личной жизни или он будет касаться вопросов работы. Может быть, это вы как раз не ожидаете, как и человека, который вдруг появится. А это может быть еще какое-то предложение или информация, новость, мои дорогие, которая вас действительно как факт ставит перед выбором. Что это будет? А это, знаете, как какая-то ситуация, которая вам скажет, что все, пора выходить на авансцену. Хватит сидеть в каком-то заточении или в обособленном состоянии. По девятке жезлов это всегда у нас физическая сила на должном уровне. Но по девятке жезлов это еще у нас и воин, опытный воин, который уже не раз набил шишек и не хочет повторения какой-то ситуации. Он не хочет повторить как бы свои собственные ошибки, и поэтому он предельно внимателен. Он не готов, нам говорят, и не упускай того, что может быть или свидетельствовать о какой-то опасности,
Ну и не упускай своего шанса. Вот будет очень важно, как по аркану отшельник, несколько сконцентрироваться на своих делах, вопросах. И если прежде вот из этих 9 жезлов был словно забор, теперь наш герой постепенно раздвигает как будто эти жезлы, прутья, для себя расширяя дистанцию для того, чтобы выйти из одиночества, выйти из какого-то, с учетом тем более карты влюбленные. Для тех, кто один или одна, хватит сидеть в каком-то заточении. Продумайте, где вы можете познакомиться. И я, конечно, не знаю изначально, но ведь самое главное, если действительно вы хотите быть в паре, а не в сольном варианте, вы перво-наперво должны продумать, где вы больше людей встретите, с кем вы можете контактировать. Значит, первое, что может быть ваше хобби, творчество. Есть разные студии по интересам. У кого-то иностранные языки пойдете учить, и, может быть, там познакомитесь. Может быть, это онлайн-группа, почему нет? Для кого-то из вас начнете путешествовать. Ну, или еще какие-то курсы, или еще там. Ну, вот я первая попавшаяся, что мне в голову приходит. Но не сидеть за этим забором. Вот я о чем. И у вас как раз будет возможность до конца года. К вам, мои дорогие козероги, высшие силы очень благосклонны в этот период. Поэтому не теряйте времени даром. Выходите из какой-то замкнутого круга. Что это нам еще? Тут именно выбор. Эта карта у нас Верховная Жрица, это карта интуиции. И правда, у кого-то даже новое хобби может появиться. У кого-то может быть тяга к Таро. И значит, вы возьметесь так, по козерожье, основательно. И у вас получится достичь тоже высоты определенной. Вы что-то, с чем-то вы сумеете справиться. Какую-то тайну-загадку можете разгадать. А для кого-то из вас аркан влюбленный и Верховная Жрица, увы, может говорить о человеке или отношениях, которые, как персона, которая в тайне, которой вы не рассказываете. Но, может быть, вы надумаете как-то изменить свою личную жизнь и объявить как раз о том, что у вас будет долгосрочный союз. А кто-то, наоборот, какую-то связь закончит, завершит какие-то отношения, которые были в тайне. Вы можете, знаете, вообще, в принципе, завершить, будь то отношения, будь то какие-то пустые чьи-то обещания, потому что подведете итог и скажете самому себе: все, хватит ждать. Мы ожидаем, правда, по Верховной Жрице, но первая карта говорит, что я словно выхожу из пустых обещаний, из пустых надежд, и из какого-то периода собственных ограничений, понимаете? Ну, у кого-то как раз это проиграется со знаком плюс. Больше понимания, что в моей жизни происходит. В конечном итоге эти энергии для вас будут очень благотворны, потому что выбор-то нам все равно придется делать. Но самое главное, нам о чем говорят. Если какая-то прошлая история затянулась сверх всякой меры, то, скорее всего, как будто не оглядываясь назад, тебе отсюда толь полный вперед. Будьте внимательны, мои дорогие. Что-то тут завершается, и это правда. Хорошо, давайте мы спросим, к чему все это идет. Но я больше вижу тут именно личную вашу жизнь, какую-то личную историю. И для кого-то из вас, может быть, ожидание ребенка, к примеру, подвигнет вас решать как раз вопросы с оформлением отношений. Вот, к примеру, так. Или для кого-то из вас, те, кто выходят из одиночества, я надеюсь, ни один козерог не останется вот за этой оградой 9 жезлов, мои дорогие. И тогда вы буквально к чему идет? К знакомству. К знакомству с человеком, к примеру, который намного моложе вас. Или душа его как молодая, вот он живет более в легких энергиях, нежели вы. Чувствует как-то по-другому, и он вас может этим притягивать. У него может быть хобби какое-то такое необычное. Или вы свое хобби будете развивать, ну или пойдете обучаться чему-то. И вот общие интересы вас тоже могут связать. Тут какие-то начальные проявления именно по личной жизни. Вот я вижу так.
Как-то, если даже вы в паре, значит, будут, мои дорогие козероги, если у вас все хорошо, семья, союз, может быть, это как новости от ваших детей, или когда вы друг с другом как-то по-другому будете оценивать, с большей нежностью к друг другу относиться, совершите какие-то важные разговоры или решите какие-то дела, которые как раз не давали ход этим чувствам, как знать. Что же у вас исполнится? Давайте узнаем 2 карты. Король мечей и тройка жезлов. Тройка жезлов – это карта будущего. А вот как раз по королю мечей где-то у нас вверху император. И хоть император огненная энергия, но в принципе это тоже логика и рационализм. Холодные люди. Что мы говорим исполнится? Какие-то согласования ваши вы, правда, сделаете в высоких инстанциях, как я говорила. С чем-то разберетесь по документам. Кто-то разберется в вопросах здоровья. И поверьте, вы будете чувствовать себя уже лучше, потому что следом выпадает тройка жезлов, это всегда карта будущего. И как будто человек стоит, да, он еще стоит, он не бежит никуда. Но все, он уже возврата к прошлому нет. Он полностью ориентируется уже теперь на день завтрашний и не оглядывается назад. Так вот, у кого-то могут завершиться или каким-то образом вы будете знать больше или с большей долей вероятности, если мы говорим о судах, как или чем закончится ваше дело, ваше слушание. Может быть, вам и придется буквально обратиться к адвокату или юристу, и он вам словно вот этот путь в будущее укажет, попросту, как правильно решить ваш вопрос, корректно, с учетом закона и ваших каких-то нюансов. Это могут быть врачи, вот как я сказала. Это могут быть люди, работающие с металлом. И для кого-то из вас ремонт дома, например, вы вызываете специалиста. Вот это тоже может проиграться. Делаете жилье более комфортным. Но иногда это еще как люди в погонах или люди в форме. Ну, это, в принципе, где-то и врачи, это и таможня, это, ну, вот любой человек, который носит форму. Может быть, и есть какие-то, опять же, согласования. Больше вижу, что вы именно подводите какой-то баланс либо в документах, либо порядок в своей жизни наводите. И вот оно, будущее. Нечего добавить, мои дорогие, это точно. Какая тайна откроется? Глупость какая-то может открыться, не обязательно ваша. Но, может быть, и вы где-то примете во внимание, что, эх, где-то я там наследил, да, или что-то сделал, понадеялся на кого-то, например, да, а меня подвели. И я не могу сказать, что это вот именно будет буквально до конца года. Но, может быть, прежде была какая-то ситуация, мои дорогие. С учетом, что у вас здесь выпадали карты правосудия, ну, как бы есть такая тема, император, вот у нас здесь и король мечей, мы говорили только что об этом, знаете, может быть, я надеюсь, не для всех, но для кого-то проиграется. Вы могли договориться, допустим, с человеком когда-то в прошлом, а он вам обещал какие-то свои услуги. Либо он не выполнил, либо он выполнил некорректно, а потом начинает ссылаться на вас. Глупость, конечно, но вот словно... по крайней мере, вы узнаете, что вас кто-то обманывал. Такое может быть. И за это где-то можете себе сказать, ну что ж ты понадеялся, вот и такой, или какой-то подобный маневр тоже я не исключаю. Но есть еще и другой нюанс, какая тайна откроется. Это какое-то может быть новое начинание. Давайте узнаем, чего это касается. Карта Иерофант. Здесь как по закону, по вселенскому закону для вас какие-то новые возможности или обучение. Вы знаете, кто-то может пойти, может быть и предложение у кого-то даже на работе, к примеру, для того, чтобы занять высокую более должность, вам нужно пройти какие-то либо курсы, либо курс обучения. И вы буквально вынуждены, есть такие специальные заведения, когда вы именно учитесь вот какому-то администрированию для высокого ранга чиновников. Или вы изучаете законы, потому что в вашей работе, деятельности вам это тоже знать необходимо. Но обучение, оно всегда по Иерофанту проходит. Для тех, мои дорогие, кто сами вы принадлежите, к примеру, преподавательский состав, здесь тоже может быть какая-то внезапно открывшаяся возможность получить должность.
По-разному. Два старших аркана. Аркан новизны, как бы, да, и одновременно то, что нам по судьбе. Мы можем у себя, опять же, спрашивать, вот то, что мы уже прошли, это нам для счастья или для опыта? И поэтому вот первый вариант, о котором я говорила, для кого-то это может быть как опыт, а для кого-то это новые открывшиеся возможности. Но в любом случае для чего-то вам это будет полезно. Нет, я так вижу какое-то продолжение, мои дорогие. Действительно, тут какое-то судьбоносное может быть предложение даже. Потому что пусть нулевой аркан, начало. А рыцарь Пентаклей, который едет медленно, это марафонский забег на долгий период времени. Это как по аркану звезда, когда мы начинаем что-то, и это дело нам будет долгое время как бы приносить и доход, ну, какие-то бонусы. И, ну, это то, чем мы будем заниматься. И король Пентаклей. Вы останетесь довольны в целом. Но я вижу, что это король. Даже для короля Пентаклей, да, может быть, как, к примеру, я не исключаю, у кого-то как тайна может открыться с новыми возможностями ко мне. Новые возможности приходят через должность, к примеру. Такое тоже может быть. С другой стороны, это могут быть еще какие-то важные согласования по документам, которые перед вами словно Вселенную открывают возможности. Ну, не совсем напрямую нам говорят карты, но все же шут. Это могут быть и путешествия. Сама по себе карта шута, она предполагает, что мы можем перемещаться, куда-то уезжать, приезжать. То есть наше перемещение, какая тайна откроется. Ну, может быть, как раз что-то связанное с поездкой. Или вы где-то будете, ну, больше обустраивать себя на новом месте. У кого-то и так. По-разному, мои дорогие. Поэтому вот этот тонкий нюанс перекладывайте, как вот эти начинания, словно по судьбе или возможности к вам приходят. Да, принять во внимание, что что-то придется изучать, но того стоит ваша карта. И давайте узнаем, чего ждать, что будет продолжаться. Ой, смотрите, какая замечательная карта. Это карта рыцаря кубков. И это влюбленность, это бабочки в животе, это какая-то история, хорошая, счастливая история, хорошее настроение, эмпатия, ну и, наверное, проявление чувств, когда хочется говорить комплименты, дарить подарки, ну, в зависимости, кто меня смотрит, девочки или мужчины, когда вот именно есть какое-то приятное общение. Вот что-то к радости, мои дорогие козероги, у вас будет продолжено. Ну и, конечно, по этой карте, когда нам иногда делают предложение, для кого-то это проиграется тоже. Поэтому какая-то личная история, вот абсолютно для всех, для тех, кто в паре, может быть какой-то прекрасное, счастливое продолжение. И даже если были сложные вопросы, ну, вы сумеете это проговорить. Для тех, кто пара не состоялась, или совершили вы развод, или вы вообще один или одна, тут действительно уже не одна карта нам говорит о том, что самое время уделить личной жизни. Тогда любовь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие козероги.